Друзья, всем привет! Предыдущее видео хорошо зашло, поэтому, как обещал, продолжение. Сегодня подключим ордера к нашему боту, конечно же, с чатом GPT, и запустим реальную торговлю на пару дней. Также группа на обучение начала расти, но пока еще места есть. Всего 10 мест, поэтому, если вас интересует обучение написанию торговых ботов, скринеров и других алгоритмов, то пишите мне в Telegram. Также, пройдя обучение, у вас будет шанс вступить в нашу команду разработчиков. И хочу напомнить, что если вам нужна помощь в разработке проекта, то также пишите мне в Telegram, и мы с командой сможем вам помочь. Итак, вот наш проектик. Здесь у нас функции, где мы берем сигналы. Один для исторических свечей при старте робота нашего, и второй при получении свечей по веб-сокету. Здесь и здесь у нас пишутся сигналы. Давайте туда и добавим ордера. Посмотрим, что из этого получится. Скопируем две эти функции и также обратимся к документации. Здесь я специально дрил, чтобы мы скриншотом могли сделать скриншот всего запроса. Так, отправляем запрос, выслали ему две наши функции, попросили добавить просто market order с тейком и стоп-лоссом, и также выслали скриншот документации ордера для Binance. Отправили, значит, две наши функции, попросили добавить его market ордера со стоп-лоссом и take-профитом, и также написал, чтобы он использовал библиотеку SDK для Binance, то есть Python Binance библиотеку. Также выслали скриншот нашей документации. Итак, мы получили ответ. Здесь возьмем две наши функции и вставляем их здесь. Также GPT добавил функцию Place Order, где мы и будем ставить все наши ордера. Добавим для этого отдельный файлик, вставляем сюда нашу функцию, и также нам нужно здесь подключить клиент. Тут GPT клиент установил как глобальный переменной, но я бы порекомендовал делать это внутри функции, локально, так как это избавит вас от будущих ошибок во многих ситуациях. Также в конфиге добавим наши API Key и API Secret. Market Order у нас работает, теперь нам нужны Take Profit и Stop Loss. По порядку будем их реализовывать, чтобы было понятно, где у нас ошибка, если что. ChatGPT немножко не справился с ордерами Take Profit и Stop Loss. Благо, видео на канале у меня есть, где я подробно разбираю, как работать с ордерами и с API документацией Binance. Поэтому я добавил ордера именно Take и Stop Loss. Market Order он сделал сам. Поэтому теперь у нас есть функция, которая относительно нашего риск-менеджмента выставляет market order, и за ним take profit и stop loss. Сейчас только добавим пару функций, которые будут отвечать за округление при передаче параметров цены и количества монет, чтобы у нас не было никаких ошибок с округлением. И, в принципе, момент с ордерами будет готов. Итак, делаем запрос для GPT. Указываем ему просто запрос, который мы также разбирали в прошлом ролике. Здесь просто информация по всей бирже, также скидываем респонс, который нам возвращает запрос этот. И просим добавить функцию, которая будет принимать параметр символ, и для выбранного символа будет возвращать значение цены, именно для округления значения цены и для количества монет. Итак, GPT написал ответ, выдал нам функцию, как я попросил, и она работает. Итак, наша функция готова. Она будет работать так, то есть мы в нее попадаем при сигнале. Здесь у нас указывается плечо, которое мы указали в настройках, пусть это будет 7. И также мы получаем значение для округления. Округление мы будем использовать в функции выставления market order. А округление для цены будем использовать в take profit и в stop loss. Здесь я указал параметр close position true, то есть у нас будет закрываться полностью позиция. Поэтому параметр количества монет здесь не нужен. Теперь нам нужно сделать какой-то список или словарь, где мы будем сохранять все монеты, в которые мы вошли, чтобы не заходить по несколько раз в одну и ту же монету, не повторять сигнал один и тот же. Итак, создадим словарь, Symbols Trading, и туда будем сохранять символы. Ключ, значит, у нас будет символ, а содержимое будет булевское значение, то есть false, true. То есть торгуется ли символ или нет. Итак, обращаемся к GPT, чтобы он написал функции, которые заполнит наш словарь. Просто говорим, что должна принимать функция и что мы хотим видеть в итоге. Тут буквально 4 строки. Скопируем эту функцию. В нашем файлике main после получения списка всех символов добавим вызов этой функции, чтобы заполнить данный словарь. В нашем файле main добавим вызов этой функции после получения списка символов. И заполнять будем словарь. Передадим этот словарь в нашу функцию с ордерами. И здесь будем указывать, что символ торгуется.
Также теперь нужно придумать алгоритм, по которому мы будем обратно ставить значение false. То есть если у нас символ проторговался, у нас исполнился take или stop, то становилось значение обратно false. Для этого нам нужно подключить поток пользователя. То есть мы будем улавливать все изменения по позициям, по ордерам, и увидим, что если у нас исполнился take или stop loss, то будем ставить значение обратно false. Наша структура проекта выглядит не особо грамотно. Давайте как-то распределим это все по файликам, потому что у нас их добавляется и добавляется. Теперь структура у нас готова. Можем продолжать добавлять файлики. Итак, добавили подключение user-стрима. Примерно функция выглядит как и предыдущая наша функция по подключению веб-сокета. Только тут нам нужно было получить listen-key запросом с нашего аккаунта и после его указать в URL для подключения по веб-сокету. Также здесь мы укажем сейчас функцию onMessage и функцию onError. То есть onMessage отвечает за то, куда поступают все сообщения от веб-сокета, а onError, если у нас вдруг возникнет какая-то ошибка в алгоритме, то функция onError ее обработает. Также в документации написано, что user-stream, точнее ключ, который мы получили, действительно в течение 60 минут, если его не продлевать. Поэтому попросим ChatGPT написать запрос, который будет продлевать данный listen-key. Скидываем ему запрос. Так, по запросу получаем ошибку. Сейчас скинем GPT ее. Он тут прям написал 2 ответа. И теперь мы можем выбрать, какой нам больше нравится. Давайте попробуем вот этот. Итак, запрос для продления listen-key готов. GPT сам написал для него и подпись, и передал все API-ключи, параметры, хедеры, и все работает. Эта часть сделана. Теперь нам нужно доделать функцию onMessage, onError уже, считай, готов. Итак, вот ивент, который нам нужен. Это будет изменение ордеров. Давайте передадим весь респонс, точнее сообщение от веб-сокета, и объясним GPT, что бы мы хотели. Итак, функция для обработки сообщений готова. Здесь мы делаем импорт нашего словаря с символами. Здесь мы даем значения всем переменам, которые нам нужны. Но здесь большая часть не нужна. И здесь обрабатываем события стоп-лосса, именно стоп-маркет мы указали. И take-profit. Take-profit market. Теперь, если один из этих ордеров исполнится, то мы напишем, что мы уже не торгуем данный символ, чтобы мы снова могли отслеживать и искать вход по данной паре. Итак, в main мы добавили все, что у нас новое появилось, то есть продление нашего listen-key, подключение веб-сокета на прослушивание данного listen-key. И замечу, что в запусках мы сделали через треды, как фоновые процессы. И теперь мы можем проверить, работает ли все или нет. То есть здесь мы видим, что я разместил market order. Сейчас я его закрою, и мы должны увидеть изменения. Также, то есть тут мы продали, здесь мы купили. Ордер закрыт. Точнее, позиция закрыта. Также я бы на всякий случай проверил, работает ли наш предыдущий веб-сокет, чтобы не было никаких проблем потом. Так, работает. То есть мы заполнили все наши словари, получили всю информацию, и веб-сокет также запускается и работает. Итак, я тут подправил некоторые моменты, попросил об этом ChatGPT, то есть расчет take-профита и стоп-лосс именно цены, также попросил его не округлять, потому что у нас округление уже есть при размещении ордера. И, в принципе, это все моменты, которые я добавил. Также указал в настройках депозит, от которого мы торгуем. Пусть это будет $100. Так, на всякий случай поставил тестовые параметры RSI, чтобы посмотреть, точно ли работает все. Их нужно вернуть обратно, поменять местами. Ну и все. Теперь будем ждать сигнала, запустим на пару дней, посмотрим. Также нам нужно выбрать таймфрейм. Пусть это будет 5 минут. Также добавил уведомления в Telegram при срабатывании маркет-ордера, чтобы быть в курсе, когда мы вошли или вышли из сделки. Итак, друзья, прошло пару дней. Тестировал бота, вносил какие-то корректировки, пытался сделать как можно эффективнее. Итак, что мы имеем? Изначально у нас стояла стратегия, если у нас, например, восходящий тренд лонговый, и значение RSI у нас 30 и ниже, тогда мы входим в лонг. Это как мы прописали с GPT. Такая ситуация невозможна, так как при перепроданности тренд просто меняется на шортовый. Да, то есть мы видим шортовое движение, и тут RSI около 30.
Это конкретно таймфрейм 5 минутки я смотрел, также я посмотрел несколько пар, и также запускал бота на тесты, и он также не нашел ни одной ситуации. Я поменял немножко стратегию, сделал так. Если у нас один из вариантов развития, если у нас нисходящий тренд и RSI текущий меньше, чем RSI минимальный, то мы просто входим по тренду. То есть также продаем и идем по тренду. Да, то есть мы не ищем точек разворота, мы просто следуем тренду. Это как один из вариантов развития на 5-минутке. И давайте посмотрим, сколько сигналов выбьет, потому что их постоянно выбивалось много. Сейчас выбило только 3 сигнала, но стратегия была примерно так, следовать просто тренду. Я в своем телеграм-канале писал, что торговля данного робота мне не понравилась, ну, хотя мы ее и написали за 2 ролика с чатом GPT, да, то есть там есть достаточно много моментов, которые можно улучшить, запустить в более адекватную торговлю, да, то есть более продуманную стратегию сделать. И если у вас есть какая-то мысль, идея или стратегия, как это можно улучшить, как можно улучшить данного робота, там, поменять стратегию относительно тренда, индикаторов и так далее, напишите в комментариях. И я думаю сделать стрим, где мы как раз-таки будем пытаться улучшить этого бота, также с чатом GPT, и также запустим реальную торговлю, посмотрим, как изменится торговля. Вот небольшая часть сделок, которую совершал данный бот. Здесь пара убыточных и пара прибыльных. Хотел бы показать подробнее прибыльные сделки. Здесь у нас еще была стратегия, то есть входа не по тренду, а против тренда. И здесь мы видим, бот зашел прямо на кончике свечи, прямо на самом низу, и пошло большое движение на 14% в лонг. Но так как у нас стейк стоял на 3%, то мы и примерно забрали, да, там 2.93 с округлением. Также по второй сделке по монете HFT у нас также бот ловил против тренда и зашел в шорт. Также 3% почти забрали, там чуть больше было движения. И была прибыльная сделка по монете Saga, также ловили против тренда. И сейчас, анализируя сделки, я подумал, что как раз таки все прибыльные сделки у нас были против тренда, а не по тренду. Как я говорил, я искал наиболее эффективный какой-то вариант. Сначала я пытался против тренда, потом мне не понравилось, я и стал смотреть по тренду. И по тренду оказалось хуже, да, так как у нас все прибыльные сделки оказались против тренда. Поэтому, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь. И жду от вас какого-то фидбэка, напишите в комментариях, как бы улучшить стратегию. Да, и думаю запускать стрим, да, там в телеграм-канале напишу примерно когда собираюсь. И будем пытаться улучшить как-то этого робота, также запускать в реальную торговлю. Также помните, что у нас сейчас проходит запись на обучение, группа по-тихому растет, также места пока еще есть. И если вам нужна помощь в разработке проекта какого-то, также напишите мне в телеграме, мы с командой сможем вам помочь в разработке. Всем спасибо за просмотр, всем пока.